Спецназовцы рискнули жизнью, чтобы спасти тонущего ягуара в бурной реке. Но когда они вытащили хищника на борт, произошло нечто, к чему никто из них не был готов. Однажды трое бразильских солдат патрулировали реку, проверяя, нет ли в этих местах браконьеров и незаконных лесорубов. Они плыли по бурной Амазонке на небольшом катере. Накануне прошел сильный ураган, и вода была полна веток, обломков деревьев и скрытых под поверхностью камней, что делало путь особенно опасным. За штурвалом находился опытный рулевой Хавьер. Рядом с ним командир отряда Габриэль и еще один боец. Все шло как обычно, пока Габриэль внезапно не приказал заглушить двигатель. Остальные ничего подозрительного не заметили, но подчинились. Командир молча указал вперед. Когда Хавьер присмотрелся, у него по спине пробежал холодок. На одном из острых камней посреди бурного течения висел молодой ягуар. Он из последних сил цеплялся за выступ, чтобы не быть унесенным водой. Хотя ягуары отлично плавают, этот явно попал в беду. Возможно, его смыло течением вместе с поваленным деревом. Поток был настолько сильным, что даже мощное животное не могло выбраться. Если бы он ослабил хватку, его бы либо разбило о камни, либо унесло под воду. Перед солдатами встал выбор – плыть дальше или попытаться спасти хищника. Хавьер считал, что вмешиваться не стоит, в природе выживает сильнейший. Но Габриэль думал иначе. Он не мог просто наблюдать, как животное погибает. Катер осторожно направили ближе. Ситуация была рискованной. Сильное течение могло разбить судно о камни, а испуганный ягуар – напасть. Тем не менее, команда решила действовать. Габриэль перебрался на нос катера и, рискуя сорваться в воду, потянулся к зверю. Остальные удерживали лодку, отталкиваясь баграми от камней. Это был опасный маневр. Одно неверное движение, и все могло закончиться трагедией. Наконец командир схватил ягуара за шиворот. Все ожидали агрессии, но произошло неожиданное. Зверь не стал сопротивляться. Казалось, он понял, что ему помогают, и сам пытался удержаться, цепляясь за все, что могло спасти его от падения. С огромным усилием солдатам удалось затащить хищника на катер. Он был измотан, ослаблен и едва держался на лапах. Команда с облегчением выдохнула. Самое опасное было позади. Ягуар оказался сильно истощен, поэтому солдаты решили взять его с собой на базу. Там его выходили, дали имя Джакита, и со временем он стал настоящим символом отряда. Прошло время, и маленький, едва спасенный хищник превратился в мощного взрослого ягуара. Он мог свободно уходить в джунгли, но всегда возвращался обратно к людям, которые когда-то спасли ему жизнь. Эта история напоминает, даже в мире, где правят сила и инстинкты, есть место состраданию. Иногда одно доброе решение способно изменить судьбу и человека, и дикого зверя.